И надо отвечать занято. Это ты в телефонной будке сидишь? Что ты тут теперь варишь? Красота, да, после сауны красота. Пока зеленая загорится. Другим ключом. Вона из села просто. Спасибо. Туда толкай. Ты что, серьезно или ты прикалываешься? Если жена у вас ломает ручки, то сразу рассчитывайте на компенсацию на какую-то. Это шлагбаум поет. Добре. Rozumie pan coś po polsku? Trochę? Трохи да. To proszę pana, teraz jak pan skręci w prawo, Право. to jedzie pan prosto, tam jest taka rampa. Так. Bo J to jest następny budynek za tym. Рампа шлагбаум. Tak. To jest właśnie do tej Jotki, to jest ta rampa, ten szlaban. Tak jak tutaj mamy szlaban, Tak, to tak da, samo. da. Teraz jak pan skręci, nie skręcać już później w lewo, w prawo, tylko jak pan teraz wyjedzie w tego łuku, prosto. Bo to jest ten budynek, jak pan widzi teraz ten biały. Biały. Czerwony to jest H, a następny Следующий to jest белый. właśnie J. Следующий Ten, белый, наш, да? następny biały. И подземный въезд. Jest tam podziemny gaz. Dziękuję. Także trzeba przez tą rampę po prostu przejechać i już tam będzie później Dziękuję. kierował ten. Ну, то, наверное, рамка. Наверное, нажать надо с той стороны. Нажать там. А. Ну и как туда засунуться? Ни хрена себе ничего. Вот это что ли? Ну да. Приехали в Краков, поселились в гостинице, заказали на букинге Бона, кажется Бона, там потом дальше посмотрим, или точное название напишу, потому что, в общем-то, не заострял на этом внимание. Начнем с паркинга. Огромный плюс, что крытая парковка подземная. Посмотрите состояние, чистота, освещенность, датчики движения, все светится, все работает. Определенное место закреплено за автомобилем. Данное место такое вот, но, наверное, все идут стандартные по ходу. Почему маленьким авто проще? Ну, в общем-то, даже джип хороший зайдет. Перед тем, как заехать на парковку, заходите на рецепцию и получаете ключи. Пульт от ворот въезда в крытую парковку. Одна кнопка на открытие шлагбаума. Перед приездом возле шлагбаума остановитесь, зайдете на рецепцию и получите все это дело. Потом опускаетесь в крытый паркинг на свое место. И также здесь ключи. Ключ обычный от обычного замка механического. Это входная дверь в номер. И два ключа сенсорных. Мне повезло, место авто тут, двери тут. Кладка ходова номер 2. Можно также зайти и с улицы. Прикладываем. Неудача. Один ключ, видно, не прошитый. Второй работает. Открываем двери и попадаем сразу в лифтовую. Посмотрите, все качественно. Магнитные замки. Но все новое. Скорее всего, что строилось здание совсем недавно. И лифт. Огромный лифт на 1000 килограмм грузоподъемность. Этаж, понятно, вам скажут. 4-й максимальный. Мы поселились на 3-м.
Есть моменты, люди пишут, что в отзывах, что непонятки поначалу. Зайти на рецепцию, главное получить вот это. Дальше уже разберемся. Лестничная площадка. Посмотрите, как все красиво. Там уже улица. Все под стеклом. Все на датчиках движения. И заходите на коридор 3-го этажа. Тут сразу намного теплее. И пошли номера. Перед каждым подъездом, если будете заходить с улицы, показаны числа номеров. От какого до какой. То есть, я думаю, что тяжело будет запутаться. Наш номер здесь. 2 замка. Одним ключом закрывается и нижний, и верхний замок. Ну и есть звонок, скорее всего. Да. Звонок. И попадаем в вот такую вот комнату общежития. Нашего общежития, которое мы сняли. Двери тоже, посмотрите. Мощные. Наверное, деревянная, но мощная тяжелая дверь. Тут же, наверное, сигнализация стоит уже. Освещение. Посмотрите, все беленько, все чистенько. Первое впечатление, конечно, когда заходишь, сразу охреневаешь. Но потом глаз привыкает и уже проще воспринимает это все дело. Сразу искал ручки, не мог понять, что это и где. Просто вот так открываются шкафы. Пылесос даже есть. Ну, все новое. Скорее всего, все это новое, поэтому так оно и хорошо пока еще выглядит. Тут же под сдвижными, все на сдвижных дверях, на раздвижных, на таких. Туалет и ванная. Плескался это я уже. Здесь все было, конечно, идеально натерто, чисто. Посмотрите, какая красотень. Все новое, современное. Кстати, тут стекло, я не знаю, как, кто, напишите в комментариях, хорошо это или плохо. Я думаю, не совсем хорошо. Стекло в ванной. Открывается вот так, имеется доступ. Классная сантехника, шланг даже вот из силиконовых на душе стоит. Недавно покупали, кстати, недешево он стоит. То есть вложение денег сюда было нормальное. Ванна с джакузи, кажется, там есть даже инструкция. Ну и как видите, все классно. Крышка тяжелая и еще и с доводчиком. Розетки с крышками, как положено. И здесь тоже освещение. Умывальник большой. Ну, классно, классно. Еще ничего не засмальцовано. Видно, что все-таки новое. Потому что со временем, конечно, это все, как бы его не мыли, оно будет затираться. Но новенькое, все приятное. Номера небольшие. Привет. О, я не узнал эту женщину. Сидит здесь какая-то, я думал, это местная. Номера небольшие, но вот так вот по кухне расскажи, что тут. Потому что я не разбираюсь в этой технике. Тут даже с техникой. Встроенная техника, представляете? Микроволновка Bosch. То есть не дешевая какой-то. Все тут очень дорогое. Ну, факт тому, что тут просто можно приехать и не быть зависимым от столовой там или от Холодильник. встроенной. Очень кстати. оригинально сделано. Ну, холодильник внутри. Встроенная техника кухонная. Мало того, что... Вау. Что это? Мусорное ведро? А, чё, я думал, Ты мусорное что, не ведро. знаешь, что это? Откуда я знаю? Это посудомоечная машина. Вряд ли, конечно, мы будем У нас пользоваться. дома живые посудомоечные машины, поэтому... 2 тарелки мыть мы не... Ну, в принципе, то есть удобства все.
Ну да, такое впечатление, Это что здесь мусор. посудомоечная машина для... Хотя, может, европейцы уже и руками не моют. Все есть. И, кстати, не дешевые. Ну да, такое тяжелое даже ложки. Красивые, да, то есть дорогие, наверное. Но опять же, Ложки, вилки, все новое, скорее Ножики, то есть все. все это дело недавно было построено. Сковородка, кастрюля. Тут еще кастрюли есть. А что, это не наши кастрюли? Я думал, ты с дома взяла. Нет, похожие, как у нас, но это не наши. Так. Варочная плита сенсорная. То есть можно готовить Как-то она по-другому называется. Это. индукционная, Индукционная. если правильно, да. И типа и вытяжка ж, наверное. Вытяжка, да. Ой, подожди, не тут, вот. А Вот что газом вытяжка. воняет? Не воняет газом ничего. Вытяжка, подсветочки, все. Бокалы на Новый год. Ну, тут ничего нету. Тарелки, фужеры. Кстати, посуда тоже, ну, смотрите, высоковато мне. То есть тарелки, все не дешевое, то есть хорошие тарелки, бокалы, чашки, Ну, все. то есть бабки вкладывались. Да. Чайник и даже кофемашина есть. Кофемашина, с которой в интернете разбиралась. И даже, кстати, кофе нам здесь. Все, чай, кофе, вот в коробочке. Да, конфетки это тоже, это нам. Сахар Здесь наш. оставили. Сахар наш, но здесь есть сахар. Две Вот. бутылочки воды вот этих стояло. Да, вода это была, кофе это наш кофе. Сахар есть. Сахар есть и соль там есть. Ну, И возможно, вот может, это тоже было в комплекте уже с ну, в номером. коробочке, да, моющие здесь, это то, что было. Электрочайник, кстати, смотри, обратил внимание? Там, вот, с Что это лепестками. такое? Зачем? Ну, я так понял, что сколько воды, да, наливать, что больше этих лепестков. знаю. Я не знаю, у нас такого нету в чайнике. Да я тут увидела. То есть всё- По всё периметру, классное. по периметру подсветка. Можно такой интим создать. Опять же кондиционер. Ну, это для лета, да. Датчики движения стоят, можно номер ставить под охрану. Я так Удобный понимаю, диванчик, сдавать. здесь отдыхать можно. Диванчик типа Диванчик. из белой кожи под кожу. Ну да. Стулья, Удобные всё. стулья, сидел за компьютером, тоже А классно. вот что. Это что такое, я не знаю. Я сюда пойду. Туалет? Это сауна. Я думал, туалет, как у нас на огороде. Сауна тут очень пахнет деревом. А если Там вырезать инструкция- отверстие и поставить ведро, то получится Ну биотуалет. не слушайте вы Романы фантазии, у него всегда Это фантазии я сразу всё. наперед Не планирую, надо что наперед. можно Там сделать. есть отличный унитаз. Это Знаю, что датчик температуры, а куда он, наверное, сюда, куда-то на компьютер. USB есть даже, если что. Берете здесь, сидите со смартфоном. Это, я так понял, сухая просто... А, это ж радио. Можно вставить карточку, музыку слушать. Сухая, я так понял. Ты что делаешь? Блин. Ну, там есть инструкция. Почитай вначале, потом щелкай. Так, я выхожу. Выходи. А Power мигает. Так оно и мигало? А, то скорее всего я радио включил. Power он да. вверху. Короче, вот так. Попарился в сауне. Пошел, покупался. Ну, не знаю. Подскажите, это классно вообще в номере или нет такое? Ну, прикольно, по крайней мере. В некоторых, кстати, номерах здесь есть джакузи. Ну, у нас ванна тоже с джакузи, а есть прям джакузи, я смотрела, большой. Такой прям где-то в комнате вот так джакузи прям по ступенечкам там. Кровать мягкая, такое приятное покрывало. Все белюсенькое тут. Все вот отличное, все беленькое. Мы не будем все прям Кстати, да, раздвижная стена. Вот. Получается полностью Ну да, задвигается. ты можешь там сидеть, а я могу тут спать. Ну да, Вот отлично. такая отдельная как бы комната, чтобы не мешать, если вдруг кто-то хочет раньше лечь поспать. Отлично. Да, и тут вот самое прикольное, вот, тут разные, смотрите, есть. То есть включили, вот, и вот самое красивое. Ну, звездное. тешь выключи. Ну, сейчас это выключаю, вот. Смотрите, какая красота. Так, а то выключить. Звездное небо. А это, наверное, аж там включается. И в полной темноте. И как вроде бы звездное небо, да? Красиво. Угу. Лежишь и смотришь на звезды. Прикольно, очень красиво. Ну, и Молодцы, конечно, со вкусом сделали. И главное, что вроде бы
ничего такого, все просто, но интересно и приятно. Ну да. Плюс какой, что это все новое. Новое. Да, пульт. Ванная не успела ни грибками, ничем не это, хоть как не убирай, но все равно. То есть можно постирать, если долго Ну отдыхаете, так как мы, да, можно какую-то стирку даже сделать. Есть гладильная доска тут и утюг. Все есть. В ванной самое интересное, Рома не показал. Вот. Здесь такой запах классный, как по фэншую. То есть ароматизированные палочки. Тут. Ну да, я чувствую. Запах, да, заходит. Вообще изначально только зашли, вот даже в холл там, да, и такой вот аромат везде. Красивые аксессуары разные. Смотрите, вообще мне так Ну, я понравилось. опасно, когда умываешься, можно глаз выколоть. Ну, ничего не можно выколоть, это ты такой придумал, но очень оригинально. Внизу тут есть корзинки, фен есть, запасная туалетная бумага, то есть тут есть А запасной коробочка еще. для котов есть Это стиль с такой. песком. Здесь можно сидеть. Вот название вот это. Ты же заказывала. Ну, надо посмотреть, как правильно. Не хочу. Горячая вода сразу, напор отличный. Потому что в прошлой гостинице Мыло. надо было, чтобы долго стекала вода. В этом тут сразу Мыло такое тоже напорище идет и... Ну, все новенькое, видите. Все новенькое, все добротное. Все классно, вообще супер. И, кстати, Впечатление первое. показывал, шампунь, мыло, все есть. Ну, наверное. Шампунь, мыло. Ну, стекло с этим стеклом аккуратно, я думаю, Ну, а что ванное стекло. Да ну нормально все. Ну, блин, я вдруг разобьется и порежешься. Ну, оно специальное. Ну, в общем, тут... Пожарка, сигнализация, тут все оборудовано по европейским требованиям, потому что по-другому, я думаю, что и быть не должно. Улица, кстати, все, балкон все ж под этим, под стеклом, все под стеклом. Вот сейчас проветриваем немного, А, выход на балкон. не это холодно всё вообще. стоит щас. 2 батареи, одна там, я так понял, но она не включена, потому что вполне хватает вот этой здания, скорее всего теплое, стены теплые полностью. А, это что прикол, включается свет на балконе. Выход на балкон, пожалуйста. И коврик. Все завязала. Это вот не наше, Это мы не не мы, курим, но это вот не это наши. первый минус, который нашли, забыла убрать уборщица. Лена Ну, просто не наверное, знала, что спешила. здесь. Скорее всего, не знала, что здесь кто-то курил. Там площадка, Можно кстати, босиком вот выходить во вот сюда. дворике. Дворик уже вставку сделаем. Утром покажем, когда И будет парковку. светло. Парковку я показал уже. Балкончики такие. И вот это кольцо, вот это зданий. Телевизор. Ну, на телевизор мы уже не обращаем внимания. Потому что редко его включаем. И тут тем более, как бы, язык не знаем. Но тут, скорее всего, можно и через интернет его смотреть. Что хотите здесь. Я думаю, что да. Интернет есть. Инструкции все есть. Розеток вполне достаточно. В основном-то в номерах начинается поиск розеток. Одна розетка на все. Здесь розетка, там розетка, там розетка. Кстати, пол Но теплый. тройник я всегда беру с собой, включаю, и все, в него уже зарядки. Пол теплый, кстати. Ну, босиком можно ходить. Да. Кстати, Диван еще. диван, если вдруг с ребенком или еще кто-то третий. Короче, он Да, так выдвижной, я так не буду вдвоем, доставать, вдвоем но можно спать еще. здесь можно Он раскладывать. разложится и на двоих можно, то есть 2 человека еще можно. Хотя номер двухместный, да, называется? Ну, называется апартамент. А, Как-то просто у них апартамент. такое название, да, вот апартаменты, это имеется в виду большое. Вообще как двухместный брат. Столик. Все новое. Вот что поражает и что нравится, что все новое, не древнее. Жалюзи. Все предусмотрено, молодцы, конечно. Вот, закрываешь, открываешь себе. Делаешь полный интим днем, как хочешь. Что такое? Надо отвечать занято. Это ты в телефонной будке сидишь? Нет, в коптилке. И что, жарко, греет уже? Да, чем? Нельзя открывать? Я не знаю. Ого. Ага. Это можно и вещи тут сушить.
Ты разобралась или так? Нажала, да и все. Так, нажала, да. Главное вовремя выключить. Если что, я вовремя выставила. Найти розетку, где она включена. Что ты тут теперь варишь? Красота, да, после сауны красота. Прям я обалдею. И залазь ко мне. Очень здорово, подсветочки разные. Меняется автоматически. Можно сама менять. К этому шлагбауму вот подъезжали. Но так как машина выезжала, мы сразу заехали. Поехали вниз сразу. Там нас никто, понятно, не пустил. Там закрыто. Потом зашли. Нас запустили на парковку. Вон там прикладывай. Пока зеленая загорится. Другим ключом. Другой стороной. Другой стороной приложи. Дякую. Вона из села просто. Спасибо. Вот рецепция. Рецепшн. Открывай. Сможешь открыть? Туда толкай. Ты что, серьезно или ты прикалываешься? Боюсь поломать. Че, блин, я думал, ты приколы мочишь. Я все время все ломаю. Все на замках, вот там тоже сенсорный. Вот этот RFID метка. И вот сам двор с апартаментами. Ну, все, как я говорил, новое. Есть даже варианты с мангалом, с барбекюшницей, балконы. Не знаю, летом, наверное, классно, весной, наверное, классно, когда не жарко. Хотя кондиционеры ж стоят, все. Все красиво, по-европейски. И вот кладка номер 2. Номера от 35 до 88 цвета продолжает чудить. Да, открыла все. Очень просто двери такие тяжелые. Первый раз можно заблудиться, запутаться. Вообще-то в серые двери и желательно не ломать. Вот видишь? Если жена у вас ломает ручки, то сразу рассчитывайте на компенсацию на какую-то. Тут хорошие. Подъезды классные. Тут теперь главное успеть выйти. Там кнопочка, если что. И тут уже весна. Снега нету. Зима закончилась. Солнце, тепло. Птички поют, что это? Это шлагбаум поет.